Всем привет! Меня зовут Руслан Расулов, вы на моем подкасте, и это разговор обычного христианина к обычным христианам, обычного верующего к обычным верующим. Здесь мы говорим честно, без прикрас и без какой-либо религиозной маски. Я говорю о том, о чем в церкви, возможно, часто молчат, но то, что напрямую влияет на нашу жизнь и на нашу веру. Если для тебя важна истина, а не просто какой-то комфорт, то лично ты или вы на правильном месте. Сегодня тема, которая может быть неудобной, но она очень важная. Некоторое время назад я получил некоторые материалы, некоторые книги на тему, в общем, речь пойдет о таком термине, который называется духовный абьюз, или на английском, да, spiritual abuse. Самая опасная форма, так сказать, духовного насилия — это та, которую ты не распознаешь, которая видит как забота, как духовность, как правильная церковь, но внутри самой такой структуры или такой организации происходит что-то нездоровое. И именно поэтому люди могут находиться в таких системах годами и даже не понимать этого. И кажется, что как будто бы все нормально. И кажется, что так вот должно быть. И кажется, что вот это и есть христианство. Но, к счастью или к сожалению, это каждый решит сам для себя. Это не есть так. Это не христианство. Внутри такой системы происходит совсем другой процесс. И сегодня мы не будем говорить вот какими-то эмоциями, домыслами, вот то, что я чувствую, или то, что там внутри меня происходит. Мы будем здесь говорить конкретно фактами. Потому что на сегодняшний день духовный абьюз — это не просто мнение каких-то там блогеров или еще что-то. Это зафиксированная реальность. На эту тему есть книги, на эту тему есть исследования, и сегодня я хочу вот как раз об этом поговорить. Например, в 2022 году независимая компания вот такая-то, такая-то, ну, Guidepost Solutions опубликовала отчет по делу Southern Baptist Convention. Это официальный документ почти на 300 страниц. Там есть самые различные интервью, доказательства, внутренняя переписка, разные другие файлы, которые я прикреплю в описании к этому видео. И в этом отчете зафиксировано более 700, вдумайтесь, более 700 жертв сексуального насилия почти за 20 лет. И самое страшное даже не это. Самое страшное — это то, как конкретно эта система на это реагировала. Лидеры знали, служителя знали, пастыра знали, работники знали, но не обращали внимания. Лидеры получали обращение, лидеры имели информацию, но вместо того, чтобы защищать этих людей, которые пострадали непосредственно от этого насилия, они защищали организацию. Вот полный отчет я прикреплю к описанию, в описании к этому видео. Вот конкретный линк, чтобы каждый, кому интересно, мог перейти и непосредственно с ним напрямую ознакомиться. И перед тем, как идти дальше, если ты понимаешь, что такие темы нужно поднимать вслух, подпишись, пожалуйста, на мой канал и поставь колокольчик. Ну, или как там говорят блогеры. Ну, в общем, вы все это знаете. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите какой-нибудь короткий комментарий к этому видео. Потому что здесь мы будем говорить о том, что помогает видеть реальность, а не иллюзию. Да, не смотреть на сегодня церковь, религиозность, духовность через какие-то розовые очки. И если у тебя тоже есть какие-то мысли на этот счет, то буду рад поговорить или ответить на какие-то комментарии. Мне важно услышать вас. Теперь второй пример. Служение Рави Захариас International Ministries. Это вот такой человек с мировым именем, человек, которого
слушали миллионы. Ну, честно говоря, я о нем не знаю. Вот я просто смотрел на некоторые материалы и вот наткнулся на вот это служение. И о нем написано, что его слушали миллионы людей, а после его смерти было проведено независимое расследование при участии такой организации Grace и юридической компании Miller and Martin, и результаты оказались шокирующими. Были подтверждены системные злоупотребления, манипуляции и, куда ж без этого, сексуальное насилие, к сожалению. Там минимум 16 жертв. Тоже все эти ссылки я прикреплю к описанию к этому видео, чтобы не быть голословным, потому что кто-то может сказать: да это все выдумки, это все не так. Друзья, нет. Уже мы живем в век интернета, и любой электронный какой-то, любой человек оставляет какой-то электронный след. И здесь очень нетрудно, да, все это разузнать и сделать какое-то расследование. И вот здесь мы можем задать как бы себе, окружающим, церкви, да, как это вообще возможно? Как человек может быть, вот иметь вот такое доверие, да, у людей и годами совершать какое-то преступление, годами, что другие люди могут это все знать и при этом вот просто покрывать, просто не обращать на это внимания, не знаю, что там происходит, какая-то финансовая составляющая или какая-то круговая порука. В общем, третье исследование тоже, я уже не буду его называть, это известный такой сайт новостной Christianity Today, и здесь вот была статья о таком лидере, наверняка вы его знаете, история церкви, да, Марк Дрискал, вот такой был служитель, да, а, и вот про него написали такую статью, да, и там у него и были тысячи людей, там рост, яркое такое министри, но внутри страх, контроль, давление и культ личности. Тоже я все эти ссылки буду прикреплять, да, но в какой-то момент все рушится. И вот здесь важно увидеть главное, что вот эти все три это не просто, да, три разные истории. Мы видим определенный один и тот же механизм, вот как это все происходит. То есть могут быть разные страны, разные люди, но происходят внутри церкви, внутри религиозной общины одинаковые процессы. Проблемы не в людях, я хочу здесь подчеркнуть, проблемы не в людях, проблемы в системах. Проблемы в системах, проблемы в тенденциях. И вот здесь ключевой момент, не пропусти это, когда одинаковые вещи происходят в разных местах, то это уже не случайность. Мы видим, это происходит и в западных церквях, и в странах СНГ такое происходит. Поверьте, это уже не случайность, это уже какая-то идет определенная закономерность. И теперь давайте сделаем шаг еще глубже, потому что большинство людей думает, что абьюз это вот что-то вот очевидное, да, то, что может происходить где-то даже в семье, там типа какой-то крик, жестокость, да, вот контроль, манипуляция. Но духовный абьюз, он немножко иначе работает. Он маскируется вот под какие-то такие определенные, э, такие покрывательские такие штуки, вот как болото какое-то, когда тебя вот так вот окутают. Он может выглядеть как забота, духовное наставление, правильное учение, послушание. Послушание очень большую роль играет вот в духовном абьюзе. И именно поэтому духовный абьюз, он очень опасен. Об этом пишет подробно книга
я ее прикреплю вот в описании, у меня вот в моем конспекте немножко неправильно написано. В общем, она называется там spiritual abuse. Авторы показывают, что абьюз может выглядеть как нормальная духовная жизнь, но по сути это контроль. Это тотальный контроль. Теперь вот я хочу задать несколько вопросов. И давайте каждый будет честен вот сам с собой. Ты когда-нибудь боялся в своей церкви не согласиться с пастором? Я еще раз. Ты когда-нибудь боялся в своей церкви не согласиться с пастором? Не потому, что ты не прав, а потому что, ну, вот как-то это не принято. Вот как-то пастору принято вот как-то поддакивать, вот с ним во всем соглашаться. Еще один вопрос. Ты когда-нибудь чувствовал, что лучше не задавать вопросы? Вот что как-то это опасно. Еще вопрос. Э, Что вызовет, какую реакцию вызовет вот у этого человека, если ты будешь это делать? Еще вопрос. Ты когда-нибудь ощущал, что если ты уйдешь, это почти как предать Бога? И если хотя бы из этих вопросов у тебя откликается, да, напиши об этом в комментариях. Ну, не обязательно детали, хотя многие люди, они пишут в комментариях там все детали, все подробности. Просто чтобы ты увидел, да, что ты не один. А давайте теперь пойдем еще глубже. Посмотрим на эту ситуацию еще более с глубокой стороны, скажем так. Почему люди остаются в таких системах? Потому что снаружи выглядит, что все хорошо. Все растет, все классно, все четко, да. Музыка, атмосфера, люди, служение, там чаепитие, вот все куда-то там ездят, отдыхают. Ну, все красиво. Но внутри происходит другой процесс. И это очень хорошо видно на примере э, вот одного из тех материалов, про которые я вот вам сегодня говорю. Вот снаружи рост, внутри давление. Снаружи успех, внутри страх. И это делает духовный абьюз опасным, очень опасным, потому что его сложно распознать. Его очень сложно распознать. И теперь еще один важный слой об этой ситуации. В одном из вот таких отчетов, исследований есть линия, которая повторяется снова и снова. Да? Люди обращались за помощью, они писали, они подавали жалобы, они звонили, они говорили, они пытались донести правду, но система не реагировала. То есть организация защищала организацию, система защищала систему. Почему? Потому что правда, она всегда неудобная, да? Вот заметьте, что сегодня происходит. Сегодня людям пытаются как никогда закрыть рот, чтобы они ничего плохого не говорили. Но здесь очень важный принцип, потому что в здоровой системе правда– это ценность. Я повторю, в здоровой системе правда– это ценность, а в абьюзивной системе– это угроза. Еще раз, в абьюзивной системе правда– это угроза, в нормальной системе правда– это ценность. И это меняет все. Теперь еще один момент. Это постепенность. Никто не попадает в абьюзивную систему вот за один день. Не бывает такого, да, что вот ты пришел, и вот на следующий день уже ты в какой-то непонятной структуре и в абьюзивной церкви. Это всегда
долгий процесс, потому что сначала всегда доверие, сначала всегда вот ты принимаешь, но потом идет влияние, а потом уже зависимость. Доверие, влияние, зависимость. И в какой-то момент, точнее, человек уже не может просто так выйти. Потому что, там друзья, там вся жизнь. Например, я уверовал, когда мне было 18, и там сформировалась вся моя жизнь в церкви. Женился, родился ребенок, какая-то карьера, там пасторское служение. Вообще смысл всего это было, ну, там, быть частью вот определенной церкви. Но это создает ловушку, да. Теперь еще один слой, о котором тоже мало кто говорит. Финансы. Есть организация, она называется Trinity Foundation. Тоже я линк прикреплю в описании к этому видео. Они исследуют финансовые злоупотребления. И их данные вот показывают, что деньги могут становиться инструментом давления. Да, ничего, наверное, нового ни для кого я, сейчас, не говорю. Когда человеку, внушают, что если ты даешь, ты духовный, и ты получишь воздаяние. Если ты не даешь, проблема в тебе. И это уже не просто, да, пожертвование, это уже часть вот такой системы. Теперь вот остановись на секунду, потому что дальше будет, очень важно. Если ты досмотрел до этого момента, значит, тебе это откликается. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий больше 4 слов. Это значительно поддержит, мой канал. И ну, кстати, это первая часть тоже, этого подкаста. Во второй части мы разберем, вот такие более конкретные признаки, и это поможет нам увидеть вот такую более ясную реальность. Теперь вот я хочу подвести вот такой промежуточный итог. У нас есть, разные кейсы, да, вот в этом всем исследовании. Там разные церкви, разные люди, разные организации. И, в этих исследованиях, там есть, еще книги, да, определенные, есть там разные базы данных, вот есть, разные статьи, но все они говорят вот, об одном. О том, что существует система духовного абьюза. И она повторяется. Раз за разом, раз за разом, раз за разом она повторяется. Система духовного абьюза. Но самое опасное, она не всегда очевидна. Ее вот как бы попробуй еще распознай, да, с самого начала. И теперь главный вопрос, да, вот, ну как же все-таки это распознать, как понять вообще, что происходит, как не перепутать с нормальной духовной жизнью. И я хочу здесь вот как бы э, подчеркнуть, да, на українській це наголосити, що є нормальні церкви, є нормальні пастора, есть нормальные служители. Да, некоторые из вас пишут, что да, все плохо, этого нет. Я буду с этим спорить. Есть, это есть. И есть конкретные признаки, не один и не два, да, а целая система. Вот, нормальной, духовной, здоровой общины, здоровой церкви. А есть ненормальная, абьюзивная, вот, токсичная, нездоровая, духовная вот такая организация. И эта вся система, она повторяется раз за разом, раз за разом, раз за разом. Мы разберем вот во второй части их подробно, вот каждый признак с примерами, с объяснениями и вот с такой реальностью. Потому что знание — это защита определенная. Знание — это защита, да. Мудрый Соломон, он писал то, что всем
всем своим имением приобретали мудрость, да. Если мы будем иметь мудрость, знания и будем понимать, как это все работает, то нас будет сложно обмануть. Но перед этим я хочу задать, наверное, последний вопрос, очень простой, но очень честный. Очень простой, но очень честный. Тебе в твоей церкви свободно? Как ты себя в ней чувствуешь? Свободно или страшно? Пусть каждый сам для себя ответит вот честно. Там, если вы более смелый, то напишите в комментариях. Можно не отвечать вот там мне или, ну, для себя. Просто для себя. Просто подумай. Потому что ответ на этот вопрос, он может вообще многое изменить. Да. И во второй части этой темы, этого подкаста мы постараемся вот, это все разобрать, проверить, не по ощущениям, да, но по фактам. Не то, что мы чувствуем или переживаем, то плохо, а конкретно разберем по фактам. С вами был Руслан Расулов. Это мой подкаст. Здесь я говорю от обычного верующего к обычным верующим. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, подпишитесь, напишите какой-то комментарий. В следующих выпусках мы будем дальше поднимать вот такие важные темы. Поэтому всем пока, на связи.